В нашем первом выпуске мы представили тебя аудитории и выбрали формат интервью. И как оказалось, это удобный формат. И на какое-то время мы решили оставить этот формат и продолжать снимать именно в таком формате. Отлично, я не против. Как я тебе уже сказал и в первом выпуске, я обожаю отвечать на вопросы, если они не совсем, знаешь, нескромные и личные. Хотя и на них у меня проблемы нету ответить. На что я могу и хочу ответить, я всегда отвечу. В прошлом выпуске ты сказал, что ты занимаешься недвижимостью и ты риэлтор. Людям интересно, какие у риэлтора перспективы и заработок? Ага, сразу с нескромных вопросов, да? Хорошо. Как говорится, если уж ты мячик взял, то давай, не буду сейчас дальше продолжать, но все знают, что ты должен делать с этим мячиком. Отличный вопрос, на самом деле отличный вопрос. Я считаю так, риэлтор может зарабатывать, давай я прямо по существу скажу, не буду юлить. Я знаю риэлторов, которые зарабатывают по меньшей мере только со сделок, у них еще какие-то бизнесы, но только по риэлторству они зарабатывают легко больше $1 миллиона в год. Неплохо. Что нужно сделать, чтобы стать риэлтором? В Канаде, да? Мы говорим про Канаду. Конечно. Это не сильно проблематично. Сейчас я буду говорить про Онтарио, потому что давай четко обозначим, что каждая провинция очень похожа, эта система похожа на систему в Штатах. То есть и в Штатах тоже такое есть. У каждого штата есть свои законы, свои так называемые правила, да, bylaw, regulations. Вот то же самое у нас есть здесь в Канаде. То есть в Онтарио, где мы живем, кстати, сейчас мы находимся не в Онтарио, сейчас мы находимся в Нова-Скоше, это другая провинция. В Онтарио, где мы живем, значит, получить лицензию, потому что ты не можешь помогать покупать и продавать недвижимость без лицензии. Это наказуемо законом, это криминал. Единственное, когда ты можешь это сделать, если эта недвижимость твоя, тогда да, ты можешь ее продать сам и можешь что хочешь с ней делать. Если ты помогаешь кому-то, у тебя должна быть лицензия. Okay? Ее довольно легко получить. Сейчас немножко усложнилось что-то там процесс, там ты подаешь аппликацию. А вот вопрос, собственно говоря, есть по теме. Если мы уже так начали, насколько это легко стать риэлтором? Ведь такой низкий порог входа, в чем камень преткновения? Я все-таки докончу свою мысль, что самое главное, наверное, это язык и доказать, там сейчас есть условия для получения лицензии, ты должен доказать, что твой язык соответствует уровню. Раньше такого не было, было еще легче, сейчас это условие ввели. То есть, если у тебя слабый язык, и ты не можешь доказать, что он у тебя на уровне, то, скорее всего, твое заявление отклонят на данный момент. И теперь, потом там экзамены, то есть 4 ступени, насколько я помню, и каждую ступень ты сдаешь экзамен, и вот ты, в принципе, и уже готов получить лицензию. Я не буду вдаваться, наверное, надо отдельный выпуск сделать, скорее всего, чтобы рассказать обо всем. Там очень много своеобразного, этот бизнес очень, как сказать, он очень много чего в нем есть, что можно рассказать. Многогранный, не такой простой, как он может показаться. Теперь на твой следующий вопрос я хочу ответить. Да, порог до сих пор, даже при том, что правила ужесточились, он низкий. Практически все легально находящиеся в Канаде, да, люди, практически все, я думаю, этот порог легко могут преодолеть. В чем камень преткновения? В первую очередь надо понимать, что, во-первых, современный мир, он стал другим. И риэлтор, в первую очередь, он по сути своей, с кем его можно сравнить? Наверное, с хорошей, как эти женщины называют, которые сводят... Сваха. Сваха, да. Вот риэлтор, наверное, сваха, скажем так. То есть
Та часть, которая касается подписания документов и всего официального, это отдельно. Там тоже очень много заморочек. Но вот типаж человека, не все же могут быть свахой. Ты понимаешь, да, о чем я? Конечно. То есть кто-то может быть, я думаю, может прогуляемся, потому что, Разумеется. мне кажется, так будет удобнее нам с тобой разговаривать, только аккуратнее, там машина за тебя едет. Значит, сваха это своеобразный тип человека. Это человек очень коммуникабельный. То есть, если ты риэлтор, ты должен быть коммуникабельным. Я знаю риэлторов, которые не очень коммуникабельны, и они, в принципе, успешны на каком-то уровне. Но очень успешные риэлторы, они очень коммуникабельные. Они очень хорошие психологи. Они очень, хотя они не заканчивали, может быть, никакого специального медицинского, у них нет никакого специального медицинского образования. Это очень большая конкуренция, потому что там большие деньги. И миф о том, что каждый риэлтор очень хорошо зарабатывает, это действительно миф. Чтобы быть риэлтором, да, абсолютно надо иметь определенный склад ума и характера. Значит, как я и сказал, это сваха по характеру, человек сваха, который любит разговаривать с людьми, любит людей в общем и целом. Это очень хороший психолог. С другой стороны, это продавец, потому что риэлтор должен продавать. Он должен продавать всегда и везде. И это не всегда даже дома. На этой машине сейчас будут уезжать, аккуратнее. Это не всегда даже дома, это не всегда недвижимость. Иногда он продает, и очень часто он продает в первую очередь себя и свой сервис. Очень надо в хороших отношениях быть с другими риэлторами, потому что это огромная система, которая годами оттачивалась, и она работает как часы, если честно. В каком-то смысле. Есть, конечно, много моментов, но в общем и целом система идеально работает. Все там организовано, это организованная, не знаю, как назвать, даже не сеть, это организованный бизнес по недвижимости, в котором участвует огромное количество людей. И занято огромное количество людей, которые кормят семью оттуда. Это очень много людей. Вот. В общем и целом, я скажу так, чтобы не разводить сейчас вот этот... Можно еще потом в других выпусках, наверное, поговорить больше об этом, потому что там есть что сказать. В любом случае, пробовать, конечно, можно. Надо понимать, что денег можно не получить год после получения лицензии и начинания работы. Абсолютно. И надо понимать одну вещь. Не все все могут. Если я пробовал стать айтишником, у меня не пошло никак. Я пробовал стать трак-драйвером, не пошло. И я не настолько хорошо вожу даже легкий, автомобиль такой, я уже не знаю, passenger, для пассажирский автомобиль. А грузовик мне было совсем трудно водить. То есть кто-то технически более inclined, да, то есть он больше может сделать, там, инженерный у него склад ума. Нельзя всех под один сэмпл резать. То есть нельзя сказать, что все могут это. Если это твое, ты это почувствуешь. К сожалению, ко всему, прежде чем ты начнешь что-то зарабатывать, ты должен очень много вложить. Это деньги тоже. И даже не тоже, а это деньги. Это не только время, это конкретные деньги, которые у тебя должны быть, чтобы вкладывать в свой бизнес. Это реклама постоянная, это постоянные встречи, это постоянное что-то. То есть, не говоря уже о тех, платежах, которые есть в бизнесе. Это ассоциация, это там несколько ассоциаций, которым ты платишь, канадская, онтарийская, твоя собственная, в которой ты работаешь. А я, например, в двух ассоциациях, я и в торонтовской, и в своей, там, где я живу. Это страховка, это очень много, это комиссия, которая не вся твоя.
И это те люди, которых ты нанимаешь, которые делают тебе работу, те же фотографии, тоже видео, тоже маркетинг. То есть это довольно все очень непросто. И не подготовившись прыгать туда, я, конечно, не советую. Я прыгал не подготовившись, и я прошел через ад. Я говорю это с полной ответственностью. Слава Богу, что я толстый, тяжелый, и чертям тяжело было меня тащить в ад, и они не справились. Они, видимо, сказали, да ну его нафиг, слишком он тяжелый, и меня оставили в покое. Вот это, наверное, меня спасло, так что кушайте больше. А так в основном как-то так. Хорошо. Еще один вопрос. С твоего жизненного опыта я знаю, что ты много кем работал и много чего попробовал. Чем бы ты занимался, кроме риэлторства в Канаде? Отличный вопрос, прямо отличный. Потому что он очень близок мне. Да, действительно, не всем даже понравится идея быть риэлтором. Да, куча, миллион профессий, особенно в современном мире, которые очень-очень популярны, очень хорошо оплачиваемые. Это маркетологи, это таргетологи, это всякие разные, знаешь, ты сам с образованием в IT, да, и ты знаешь, сколько там чего, насколько огромная эта сфера деятельности, и насколько много там подпрофессий, да, назову их так. Не знаю, насколько это по-русски правильно. Но в любом случае, все, что связано, если человек, особенно молодежь, которая они inclined, да, им нравятся компьютеры, им нравится все, что связано с компьютерами, это огромное поле. Я бы действительно обратил на это внимание, чтобы стать каким-то айтишником, в какой-то сфере работать в IT, да, это раз. Безусловно. И там можно открыть бизнес свой, и там тоже куча возможностей, и куча чего. Это все, в принципе, можно соединить и сказать и о фотографах, если человек понимает, что он делает, и о видеографах, и о блогерах, или кто помогает делать блогеры, и так далее, и так далее. Вот это как бы я солью в одно большое айтишное поле, да, на данный момент, хай-тек. Что еще? Строительство. Строительство – огромная индустрия, на которой держится огромное количество валового продукта Канады вообще. И всегда есть работа, всегда есть потребность в хороших специалистах. Их не так много, как может показаться. И да, там огромные возможности открыть свою компанию, открыть свой бизнес, чем-то заниматься, достичь действительно очень больших высот. Строительство однозначно да, хотя это до недавнего времени не было моей самой любимой темой. Мне довольно трудно давало строительство, как, в принципе, и риэлторство. То есть ко всему мне пришлось приложить огромные усилия. Хотя я еще и даже близко не подошел к уровню, к которому подойти можно и к которому хотелось бы. Я думаю, на мой взгляд, я ответил на твой вопрос довольно. Да, вполне. Довольно. И еще много чего. Знаешь, что я добавлю? Любое, что вы выбирайте что-то, что вам по душе. Я знаю очень успешных трак-драйверов. А у них не обязательно свои компании. Некоторые даже работают на другую компанию. Я знаю очень успешных айтишников. Я знаю очень успешных людей, которые приехали сюда, им надо было кормить семью, они начали убирать, квартиры, офисы и так далее. Сейчас у них большие компании по уборкам. То есть можно начинать все, что угодно. Самое главное иметь какую-то называется entrepreneur mind, да, то есть жилку и предпринимателя. Если она у вас есть, вы можете начинать все, что вам нравится. И все получится. Здесь немножко оно по-другому работает, но в общем и целом здесь отличная среда для малого и среднего бизнеса. Угу. Тогда еще один вопрос. Насколько можно реализовать себя в Канаде, имея развитые навыки на родине? Или придется переучиваться? Я тебя понимаю. То есть, допустим, я уточню, да? Допустим, ты окей, я понял, в принципе. Допустим, ты инженер на родине, ты приезжаешь сюда и тоже хочешь быть инженером, или ты врач, Да. Все зависит от профессии. Это возможно, это абсолютно возможно. Разные профессии имеют разные регуляции. То есть, если ты врач, это займет больше времени, чтобы и в Канаде стать врачом.
даже не стать, тоже подтвердить, что ты врач, пройти все муки вот этой лицензирования. Если ты инженер, это будет попроще и так далее. Это все зависит от профессии, но если тебе нужен ответ однозначный, да, если ты любишь свою профессию, если ты профессионал в своем деле, в Канаде абсолютно возможно заниматься тем, чем ты занимался дома, и быть успешным. Намного успешнее, чем ты был дома. Это мое мнение. Хорошо. Жизнеутверждающе. Я думаю, мы, наверное, на этом, к сожалению, у меня не так много времени, как хотелось бы, чтобы было, чтобы уделять нашему новому увлечению, да, YouTube-каналу нашему, то, что это тоже наш, как бы, ребенок, да, это что-то, что мы хотим развить, что-то вырастить, и чтобы он стал большим, красивым и сильным. Но, к сожалению, на данный момент я не могу уделять ему слишком много времени. Я бы хотел, с твоего позволения, Саша, сейчас попрощаться с зрителями до следующего раза. Попросить их, конечно, чтобы они поддерживали нас тем, что поставят нам лайк, подпишутся на наш канал. Чем больше вас будет смотреть нас, меня и всех моих гостей, и всех тех людей, которые будут участвовать в этом канале, тем, наверное, будет интереснее, и тем больше будет желание у меня лично и у всех остальных что-то вам рассказывать и давать какую-то информацию, и напрягаться, скажу так, потому что это все-таки напряг и во времени, и в усилиях. И, конечно, будет очень приятно услышать ваши отклики, ваши пожелания, ваши комменты, комментарии. Единственное, конечно, я сразу предупреждаю и прошу, чтобы все было в рамках приличия, дружелюбия, без политики и без желчи, да? Потому что это очень важно. И очень бы хотелось, чтобы канал, даже когда он будет, а он будет, там несколько десятков тысяч человек будет подписано на канал, то все было бы в таких нейтральных тонах и интонациях, я скажу так. Спасибо большое, Саша, и до скорых встреч. До скорых встреч.